Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю субпродукты. А особенно я люблю бараньи почки. И сегодня я сделаю почки с перцем. Вот так вот будет. Сначала перец разрезаем, вынимаем, кладем. То же самое. Еще раз. И у меня духовка нагрета до 240 градусов. Я ставлю эту в духовку, буду ждать, пока перец обуглится сверху. У некоторых людей есть предубеждение к почкам, типа они вонючие и так далее. Я считаю, что все это ерунда. Особенно хороши телячьи почки. Я, честно говоря, больше люблю даже бараньи почки, потому что немножко более ароматные. Делается все просто. Их нужно просто очистить от жира. Он нам, кстати говоря, тоже немножко пригодится. И делается следующим образом. Берется почка, надрезается вдоль, пополам. И теперь, ну видите, у меня здесь все само снялось волшебным образом. А вообще надо просто снять вот эту пленку, что она не особо съедобна. И обрезаем кончик. И вот у меня получается такая очень красивая, чистая вещь, да? Складываем. В принципе, вот этот жир, он ароматный. Его можно использовать вместо курдючного жира при приготовлении плова. Нам потребуется немножко, потому что мы в этом жиру будем жарить почки и будем жарить, не жарить, а варить наш соус. Цена почки на рынке, по-моему, сейчас то ли 20, то ли 30 рублей. То есть это реально очень бюджетное и при этом очень хорошее, вкусное блюдо. Такой неторопливый, медитативный тоже процесс. Да? Я очень люблю готовку за это, потому что ты вот стоишь, что-то такое делаешь и на самом деле отдыхаешь ментально. Не физически, а ментально. Последняя почка. Разрезал, снял пленку, срезаем вот эту часть ненужную, жесткую. Я это пока сложу сюда. Теперь я возьму немножко жира. Моя задача постепенно вытопить жир, как из шкварок. Шкварки я выкину, а жир мне нужен для того, чтобы жарить, собственно говоря, почки. И для того, чтобы сделать хороший вкусный соус. Мне этого количества жира хватит, поэтому я выключаю пока огонь. А шкварки я выкидываю, они мне не нужны. Так, и немножко оставлю здесь, а немножко переливаю в большую сковороду. Где-то вот так. Чтобы не было скучно и одиноко, пока перцы доходят до духовки, очень помогает пино нуар. Suntory Time. Нормально. Перекладываю сюда. Я беру фольгу, накрываю тарелку и жду минут 5, потому что за счет пара отойдет кожа, ее будет легко снять. Ну вот она отходит уже довольно легко. Люди, которые не готовят, их, конечно, это обжигает, но когда привыкаешь готовить, то, в принципе, ничего такого сложного в этом нету военного. Так, это тоже нормально. Ой, горячо. Все. Так, если вы будете гламурными, то вам нужен лук-шалот. Но я простой парень, поэтому беру обычную луковицу. Очень мелко ее шинкую, как обычно. Так. И теперь включаю уже подостывший жир. Добавляю сюда ложку топленого масла. То есть те, кто ждут от меня диетических блюд, ну таких диетических, правильно, да, вы не дождетесь, конечно.
ни в коем случае нельзя допускать, чтобы у вас образовался цвет, да, то есть мы не делаем вот эту историю, когда нам нужно, чтобы у нас лук карамелизировался, а нужно, чтобы он просто стал прозрачным. И добавляю сюда перемолотые перцы. Немножко убавлю огонь. Ну, естественно, я был бы не я, если бы не добавил немножко вина. Буквально 30 грамм. И медленно тушим. Сладкая копченая паприка. То есть нам здесь не нужен какой-то там острый пряный аромат, но паприка придаст сладости и придаст немножко цвета. Это пол-столовой ложки. Перемешиваю. И, естественно, конечно, сливки. Где-то 75-80 грамм. Перемешиваю. И теперь мне нужно это варить какое-то время, чтобы соус приобрел густоту и однородность. Я все время в такие моменты вспоминаю Жванецкого с его сбитнем, когда там и помешивает, да, то есть я, правда, сбитни сам никогда не пробовал, но история красивая. Короче говоря, тема такая, про соль опять, да, то есть вот сейчас оно вроде все красиво и бурлит и так далее, но оно абсолютно ощущается безвкусным, потому что нет соли. И как только я добавлю соль, вот эта сладость, которая есть в перцах, она раскроется и заиграет совершенно новыми красками, да, там. Поэтому не бойтесь соли и всегда солите на грани, да, то есть не нужно пересаливать, но нужно сделать так, чтобы у вас было почти что ощущение, что еще вот щепотка и будет пересол. Тогда, если вы научитесь делать это, вы будете королем просто на любой кухне. Еще немножко соли. Перец. А мы типа готовим почки, да? Проблема в том, что в России не уделяют внимания соусам. А соус это основа. То есть мы там покупные, да, но это совершенно не то. Когда вы делаете этот соус сами, который сделан с тем же жиром, в котором вы делаете мясо, да, который от мяса, это становится совершенно другая категория, да, уровня. Знаете что? Чуть-чуть сахара. Вот теперь я доволен. Пускай он варится. А мы пока займемся делом. Мне нужно расходить сковородку с остатками жира до высокой температуры. И очень быстро обжарить почки. То есть тема такая. Почки должны остаться красными внутри. Мы не пережариваем мясо никогда. Я люблю мясо немножко сыроватое, да. И всем советую начать такое же есть. Потому что это совершенно другой уровень вкуса. Перчу. Осталось 30 секунд. Теперь настало время действовать решительно, да? Запах нереальный. Все.
Раз, два, три, два, три. Ну и, как говорится, за папу, за маму, да? 4, 4, 4. Прям буквально без фанатизма укропа. Можно зеленый лук. Но, если честно, я больше люблю укроп, потому что он дает вот эту такую приятную пряность, пикантность. Ну все, надо остановиться, надо остановиться, надо остановиться. Хватит, хватит, хватит. Кстати, как всегда, полный рецепт в описании, да, поэтому не стесняйтесь. Не просто смотрите, а готовьте тоже, да? Окей? Розовая прелесть. На, попробуй. Короче говоря, почка нежная, сочная, очень ароматная. Соус сладкий, он ее оттеняет. Укроп, перец, почка, волшебство. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. И главное, готовьте хорошие, вкусные вещи. Это очень дешево, это очень доступно, не геморройно. И при этом, ну, гости, там, знакомые, друзья, семья даже, я уверен, будут удивлены. А по консистенции как суфле. Это тоже вот практически невозможно остановиться. Приятного аппетита. Спасибо. Ура.